Недавно в Госдуму внесли два законопроекта о запрете child-free. Первый запрещает пропаганду бездетности в кино, рекламе и медиа. Второй вводит административную ответственность по аналогии со штрафами за пропаганду ЛГБТ. Штрафы совершенно космические. С граждан до 200 тысяч рублей, с организаций до 4 миллионов рублей. По теме сразу высказались самые разные чиновники, от Матвиенко до Володина. Это все про какие-то гендеры, которых уже там более 50 придуманных и так далее. Или, скажем, движение child-free. Нужно запрещать законодательно даже. Конечно, мы сегодня наших детей, нашу молодежь должны от этого защитить. Это сущность человеческая. Но нам навязывают из Америки, из Европы вот эти ценности. В пояснительной записке использованы мощные заклинания. Идеология бездетности, традиционные ценности, крепкая семья, а главное – депопуляция населения. Создается впечатление, будто государство склоняет население к деторождению вот прям вот буквально. Рожай, рожай, рожай. Неудивительно, что у многих из нас от этого как-то мороз по коже. Тема ведь весьма деликатная. А регулировать ее лезут охреневшие упыри, которых к детям вообще подпускать нельзя. Эта инициатива, в общем-то, ложится в ряд других государственных безумств, связанная будто бы с тем, что пенсионеры в руководстве нашей страны решили добиться от граждан повышения рождаемости. Тут и связка законов, дискриминирующих ЛГБТ, и разные заходы насчет абортов. Недавно вот придумали наказывать за склонение к аборту. И риторика насчет того, что девушкам нужно повременить с образованием и рожать первенцев в 18, а семьи должны быть большими и плодовитыми. Руководство страны словно помешалось на всей этой теме. Секс, роды, дети, численность населения. Сегодня обсудим, чего власть этими всеми темами и законами и практиками собралась добиться. Конечно, первая мысль, которая приходит в голову при виде всего этого перевозбуждения относительно тем, связанных с деторождением, что власть решила как-то произвести себе больше солдат или рабочих рук. Но это, конечно, совершенно не так. Ну и в целом эта история выглядит больше как информационная интервенция. Если поговорить про тему серьезно, то демографические проблемы в российском обществе на самом деле есть и очевидны. Сейчас в России рождается самое низкое количество детей за последние 200 лет. Тут и война повлияла. Мужчин выгребли на фронт, миллион уехал из страны. Но демографы считают, что большее влияние тут оказывают долгосрочные факторы. Россия сейчас в демографической яме, которая докатилась до нас от Второй мировой войны и была усилена падением рождаемости в 90-е. К тому же именно тогда, в середине 90-х, в России закончился второй демографический переход, который изменил репродуктивное поведение россиян. За последние пару столетий социумы во всем мире сильно изменились. Большая часть населения переехала из сел в города и устроилась на работу. Изменились представления о гигиене, а медицина прогрессировала такими темпами, что мы сейчас в считанные дни выздоравливаем от болезней, которые 100 лет назад бы нас убили. Прививки появились. Все эти изменения заставили людей поменять привычные практики во всех сферах. И произошел этот процесс в два этапа. Сначала был первый демографический переход, когда люди перестали так рано умирать. Детская смертность снизилась, выживало подавляющее большинство младенцев, выросла продолжительность жизни. Но число детей в семьях все еще было немалым. В России, например, в начале 20 века в среднем на одну женщину приходилось больше 5 детей. Это было нормально для крестьянской семьи. Там дети были не обузой, а помощниками. Даешь им хлеба и отправляешь полоть грядки. Вечером пересчитываешь и спать укладываешь. Как подрастут, научишь стирать и печь хлеб в печи, вот и все образование. Не слишком хлопотно и самому меньше делать, а как станут взрослыми, будут заботиться о родителях. Но все больше людей перебирались в города, шли работать на заводы и фабрики, жили в тесных городских квартирах. Там не то что 5 детей, там кошку негде завести было. Заводить меньше детей стало разумной политикой. А еще появились безопасные медицинские аборты и контрацептивы, которые навсегда изменили демографическую структуру наших социумов. Так выглядит второй демографический переход. Продолжительность жизни выросла, рождаемость снизилась, большая часть людей живет в городах, женщины получают образование и работают. Никто не хочет 11 детей и мотыжить редьку. Все хотят закончить универ, стать дизайнером, политологом или пилотом гражданской авиации, построить карьеру, взять ипотеку и ездить каждый год в отпуск. И когда-нибудь потом ребенка, одного или двух.
И тогда уже в них вложиться, водить в бассейны на английский, а если и послать полоть морковь, то в рамках визита на дачу к бабушке. И вот нашему обществу, которое свои жизненные перспективы видит примерно так, выкатывают фантазии дедов из правительства. А давайте как раньше. Большая семья, 7 по лавкам, жениться сразу после школы. От таких предложений ощущение, будто ты споткнулся. Идешь вперед, перед тобой симпатичное будущее, где ты становишься крутым спецом, покупаешь машину и квартиру, путешествуешь и просто живешь в свое удовольствие. И вдруг ветераны первого демографического говорят тебе, что рожать надо прямо в старших классах. Мы прекрасно знаем, что сделает общество, споткнувшись об этот порог. Ничего. Пойдет себе дальше жить, как жило, делать карьеры, учиться, покупать квартиру, копить на отпуск. И по-прежнему заводить 1,5 ребенка на семью. Потому что никакие запреты и декларации не могут заставить современных женщин рожать, как 70 лет назад. И вообще, демографические проблемы не решаются запретами и болтовней. Надо отметить, что однажды в современной России все-таки случился редкий кейс, когда правительству в самом деле удалось увеличить рождаемость в стране с помощью материального стимула. С 2004 по 2014 год было время роста доходов и той самой стабильности, которой хвастался режим. Кроме того, в этот период повзрослело и задумалось о детях довольно многочисленное поколение. И тогда же государство предложило будущим родителям мат-капитал за рождение 2-го ребенка. Специалисты считают, что эта мера увеличила число родившихся на 2 или даже 2,5 миллиона человек. Очень хороший показатель. Примерно так демографические проблемы и должны решаться. Ну, не решаться, так с ними надо работать. Глобально изменить ничего нельзя. Семей по 10 детей массово уже никогда не будет. Но если в стране будет экономический рост, здоровая социальная политика и продуманные стимулы, можно уверенно смотреть в будущее, ну или во всяком случае, что у людей есть такое ощущение, то тогда можно повысить рождаемость на 8, а то и на 10%. К слову, по мнению демографов, влияние мат-капитала на число рождений сошло на нет, когда его начали давать и за 1-го ребенка. На решение о рождении первенца материальные стимулы почти не влияют. И сейчас мат-капитал разве что немного снижает бедность в семьях с детьми, что тоже очень хорошо, но не совсем то, ради чего все затевалось. А вот дурацкие запреты движения child-free или склонение школьниц к родам за дополнительные баллы для поступления ни разу рождаемости не способствуют. Но тех, кто в скором времени послушно проголосует за запрет child-free, это вряд ли волнует. Просто почему им это надо? Потому что просто в воздухе зависло ощущение, что на демографическом фронте Россия проигрывает. Что не укладывается в картину вставания с колен и всеобщего триумфа. Чтобы граждане не подумали, что рождаемость упала из-за войны и из-за экономического неблагополучия с войной связанного, лучшее время людям объяснить: наша проблема в child-free и в трансгендерах. Они виноваты. Но депутаты совсем разобрались. Все запретили, Минздрав устроил массовую проверку женщин на фертильность, детям в школе показали видео с абортом. Теперь-то станет лучше, граждане. Вот-вот начнется бэби-бум. Российской власти часто приписывают намерение добиться высокой рождаемости, чтобы через 20 лет были новые работники и солдаты. Но, будем честны, начальство не волнует, что будет через 20 лет. Его волнует, как бы кого выгрести здесь и сейчас. И ради этого выживания в моменте оно тратит будущее, думать о котором ему не хочется. Им на самом деле безразлично, как там граждане размножаются. Им главное сделать вид. Таково одно из свойств автократий. Если тоталитарные режимы живо интересуются частной жизнью граждан, то автократии плевать на нее хотели. Делайте, мол, что хотите, только нас не трогайте. При этом в демократиях, например, все время обсуждение происходит вокруг вопросов расширения прав граждан. Например, лет 100 назад в разных странах поднимался вопрос: как вот нам быть с разводами? Не допустим, потому что это нарушение традиционных ценностей, или давайте все-таки разрешим? Теперь точно так же в наше время разные страны проходят через дискуссию: а вот однополый брак, граждане, кто что о нем думает? Разврат или пусть женятся? И постепенно, как было и с разводами, то тут, то там легализуют однополые браки и уравнивают всех в правах на создание семей. Тоталитарные же режимы, которых сейчас не так много, вечно норовят что-то запретить. Политика одного ребенка в Китае, например, была такой практикой.
Или пристальное внимание советских органов к личной жизни граждан со всеми этими товарищескими судами, комсомольскими собраниями. С самого начала войны наша система пыталась этот рубеж, отделяющий автократию от тоталитаризма, преодолеть или хотя бы сделать вид, что преодолевает. И первое, что нужно автократической власти, чтобы стать тоталитарной, вовлечь в свои проекты общество, мобилизовать его и заставить служить своим интересам. Но вот только мы видим, что российская власть не может смотивировать граждан ни на что. Даже прививку от ковид сделать. Не говорю уж о рождении детей. Потуги власти в этой сфере, в деторождении, граждане благополучно игнорируют. И правильно делают. Для нормальной демографической политики нужен экономический рост или хотя бы стабильность. Нужна возможность взять жилье в ипотеку под низкую ставку. Нужны места в детских садах и школах. Нужна уверенность, что хорошая система образования подготовит детей к цивилизованной, долгой и счастливой жизни. Нужна хорошая медицина и понимание, что если с твоим ребенком что-то случится, тебе не придется собирать ему на операцию в соцсетях и телеэфирах. Для нормальной демографической политики нужен мир, в конце концов. И самое главное, каков бы ни был уровень рождаемости в России, гораздо больше, чем в дополнительных младенцах, мы нуждаемся в том, чтобы снизить число смертей и увеличить продолжительность жизни. Потому что люди в России должны жить долго и благополучно. В стране, где важен каждый человек. А сколько и когда рожать детей, все решат сами. До завтра.